Так, ребятушки, всех приветствую, всем здравствуйте. На связи Александр, это команда 100 Франклинов. Итак, мы с вами начинаем. В первую очередь, хотелось бы со всеми еще раз очень тепло поздороваться. Я находился в легком отпуске, я отдыхал от графиков, и в целом рынок дал это сделать, потому что у нас особо ничего не происходит. То есть с момента прошлого обзора у нас ничего не поменялось. Мы как торговались в районе там по эфиру 3300 так торгуемся, как по битку, ну, биток чуть выше сходил, сейчас мы отдельно по всему с вами пройдемся, плюс посмотрим несколько аспектов. Итак, давайте набросаем легкий план действий, о чем мы будем с вами разговаривать. Первое. Мы с вами разберем эфир, второе мы разберем биток, третье мы разберем с вами Пепе, и мы с вами посмотрим экосистему эфира как целое, потому что у нас произошло одобрение спотового ETF, давайте с вами разбираться. Все-таки это было заложено уже в цену, этот позитив, либо мы сейчас будем видеть некоторое снижение по активу, дабы выбить из него максимальное количество пользователей, потому что, судя по доминации эфира, которая у нас на сегодняшний день равняется 17%, в эфире сидят. Ну, то есть 17% рынка на сегодняшний день, и в том числе мы с вами, мы с ребятами в клубе 4% держим эфир на споте, и мы как бы есть в этой цифре. Потому что мы понимаем, что перспектива роста, она остается. И то, что в августе либо сентябре мы получим там порядка 50-70% по активу, это тоже понятно. Поэтому давайте просто ковыряться, как мы любим это с вами, как мы это всегда делаем, мы смотреть. Начнем с доминации биткоина, которая по-прежнему очень сильно смотрит наверх. Ну, то есть мы это обсуждаем каждый обзор. Многие ребята очень против, они считают, что вот, история кончена и что мы не смотрим вверх. Но согласно технике, если она все-таки здесь есть, то вот эта вся история называется поджатием. Если это поджатие, значит отсюда будет выстрел наверх. Если отсюда будет выстрел наверх, все очень просто. Мы увидим реальную коррекцию рынка. И то, что некоторая альта у нас пробивала свое дно, поэтому отчасти она нам сейчас не интересна, то есть она не восстановлена, поэтому для активной торговли мы сейчас не используем альткоины. Здесь наша задача просто внимательно посмотреть, что происходит. Итак, согласно доминации биткоина, мы с вами увидим еще одну коррекцию по всем активам, кроме эфира и биткоина. То есть там мы сейчас отдельно проговорим. Давайте поговорим с вами про доминацию тизера, что на самом деле тоже очень важно. И на данный момент у нас есть отрисованный сценарий, который мы с вами начинали рассматривать еще в далеком октябре. То есть скоро уже будет год, когда мы все это, в принципе, с вами прогнозируем. И согласно всей этой истории, нам не хватает еще одной палки вверх по доминации тизера. Следовательно, это все идет в копилку к тому, что устроит финальную встряску. Зачем ее устроит? Ну, все просто, потому что будет рост, и у нас не было здоровой коррекции. Мы с вами сейчас перейдем на график битка на недельном таймфрейме. То есть именно на недельке посмотреть, что у нас происходит. И на неделе у нас есть четкое восходящее движение вверх, которое мы не сломали, не пробили, и все хорошо. То есть наш тренд остается трендом. Но у нас осталась куча ликвидности, которая есть в районе 50 тысяч долларов. Мы ее, как бы локально сняли, но хотелось бы снять ее полностью. У нас есть большая зона ликвидности на отметках около 40 тысяч долларов, которую мы тоже будем снимать. Ликвидность, которая находится в районе 30 тысяч, думаю, с ней пока закончена, но в любом случае мы будем набирать хедшорт, и если мы его будем фиксировать 25% на отметке 50, 25% на отметке 40, то еще 50% на всякий пожарный останется, и это будет держаться до талого момента, потому что здесь мы будем рассматривать большие лонги по битку и большие лонги, соответственно, по эфиру. То есть, переходя на недельный график по эфириум, давайте с вами перейдем, то здесь
у нас по-прежнему наша зона, где ключевыми отметками выступает там 2500, 2300, она до сих пор чистая, она до сих пор свободна. Плюс здесь у нас проходит 200-я скользящая, и это как раз-таки, ну, вы видите, что отсюда начинался тот самый рост. И, возможно, новости о спотовом ETF были заложены здесь, поэтому сейчас мы увидим какой-то легкий флэт, и дальше будет какое-то снижение. Но всем нужно здесь сейчас, поэтому давайте разбираться локально, что происходит у нас с эфириум. Итак, 3 часа по эфиру. У нас отработал дивер достаточно быстро, достаточно четко здесь. После того, как он отработал, мы набирали лонг-позицию по эфиру. И в данном моменте она у нас закрыта. То есть в клубе 4% мы остались без эфира, нас вынесло в безубыток. И мы сейчас, наверное, ничего не делаем, мы просто наблюдаем. То есть при какой-то активной палке вверх, разумеется, мы вернемся в этот лонг, потому что глупо не торговать тренд. Но сейчас мы немного устали. То есть у нас было несколько перезаходов, мы его брали здесь, мы его брали здесь. Сейчас мы остались без позиции, потому что подперли очень плотный стоп. И в этом понимании мы просто берем какую-то легкую паузу с ребятами, где мы будем немного отдыхать. Вот. Также я напоминаю, что у вас есть чудесная возможность воспользоваться тест-драйвом клуба 4% на 48 часов абсолютно бесплатно. Вот. Единственное, что моя маленькая просьба, не делайте это на выходных, потому что на выходных, как правило, рынок ничем нас не радует, и в принципе мы с командой отдыхаем. Поэтому, если вы хотите вкусить все возможности клуба, это лучше делать в будние дни. И локально давайте с вами вернемся к графику биткоина. Здесь у нас есть среднесрочный сценарий, есть локальный сценарий. Что касается среднесрочного сценария, мы отсюда прогнозировали снятие вот этих вот хаев. То есть финальная цель по лонгу битка это 72 тысячи долларов. Но на отсечке, которая была буквально вчера, когда мы тронули 70 тысяч долларов, у нас сработал тейк. И там же был достаточно крупный продавец, как все это могут видеть по графику. Мы очень жестко сразу пошли на снижение от ровного уровня. И в данный момент по битку нас тоже вынесло. То есть на свое желание кто-то мог перезаходить в лонг, но я бы сейчас тоже ничего не делал. То есть смотрите, у нас по таймингу вторник. Вчера мы поставили такой хороший хай в виде 70 тысяч долларов. Мы давно не были на этой отметке, не были с 12 июня, а у нас уже почти август, 1,5 месяца. Это очень хорошие новости. Дальше мы пошли на снижение, и это может быть ловушка. Если понедельник у нас ловушка, вторник мы ставим какой-то лоу, то в среду можно посмотреть точку входа. Поэтому мы сделаем с вами следующим образом. Сегодня мы с вами отдыхаем. Завтра при наличии зеленой палки и в целом подходящей структуры, потому что в целом сейчас мы можем добить вот этот вот хай в виде 72 тысяч. То есть здесь есть ликвидность, здесь все прям хорошо. И даже то, что мы держим в голове гэп в районе 58 тысяч долларов, то есть логично сейчас, давайте вот на этой вот строчке, оставить первую цель в районе. Так, стоп, одну секунду. Вот здесь вот будет очень логично оставить стрелочку на отметке 58. То есть это наш гэп. И сейчас я пропишу, что это гэп, чтобы все понимали, почему важно туда приходить. Вот. То есть да, с текущих можем уходить ниже, но с текущих мы можем и забирать 72. В условиях, когда мы можем и то, и другое, мы ничего не делаем. Это касается и эфира. То есть здесь такая же история. На эфире тоже остался гэп, и на эфире мы тоже не трогаем. То есть у нас есть одинаково равные условия, как поход выше, потому что сейчас эфир очень сильно отстает за битком. Но это странно, потому что, судя по объемам, которые как бы напихиваются в эфир, этого быть не должно. Следовательно, мы будем видеть какое-то снижение на бусте объемов, после которого можно будет рассматривать лонг-позицию. На этом, что касается локальной истории, у меня все.
То есть я не могу сказать, что сейчас очевидно какой-то лонг идем. Нет, мы вышли из позиции. Точно так же я не могу сказать, что сейчас какой-то очевидный шорт, потому что, ну, наверное, это глупо. Вот, что касается ставок финансирования, что касается индекса страха и жадности, давайте тоже разберемся. У нас вчера было 74, сегодня 67. То есть жадность присутствует, но, как правило, ничего прям такого вырви глаз нету. Что касается ставок финансирования, тоже вместе с вами давайте посмотрим. Абсолютно нормальные значения. То есть у нас есть легкая перегретость, но, извините, у нас с последнего дампа там мемы повылетали там в 40-50%, 60% там ВИФ улетел. Поэтому это абсолютно нормальная история, что сейчас где-то будет легкий перегрев. Вот, но и после значений, которые мы видели зимой, в принципе, легкий перегрев нас не волнует никаким образом. Вот, а на что можно обратить внимание, и на что обратили внимание мы давно с ребятами в клубе 4%, все очень просто. У нас есть на споте монета, которая называется ARPA. Почему мы ее держим? Все просто. То есть это такой маленький фундаментал в большой экосистеме эфира. И когда мы видим очевидный буст объемов, а буст объемов здесь, как вы видите, 1500%, плюс от 22 июля были покупки на 400%, то есть у нее изменение капитализации за одну неделю 2000%. То есть о чем это говорит, что люди в целом закладывают гигантские деньги не в эфир, а закладывают как раз-таки в тот самый фундаментал, который отвечает за мелкие детали в самой экосистеме. То есть сюда же мы можем посмотреть с вами актив, который называется PERP. Это в целом DeFi протокол, который тоже имеет непосредственное отношение на сегодняшний день к сети эфира. То есть здесь у нас нет никаких аномалий, но если мы будем отматывать это там, на несколько месяцев назад, то мы видели, в принципе, приличные бусты объемов. И на этом мы можем сделать еще легкую такую аналитику с тем же арбитрумом, потому что это эфироподобное решение, которое достаточно свежее, очень хорошо укатанное. То есть мы можем посмотреть здесь по динамике изменения объемов, и в целом здесь ничего прям выдающегося мы не увидим. Вот, если мы здесь будем рассматривать просто эфириум, то, наверное, никаких аномалий тоже не будет. Давайте посмотрим исторические данные и еще раз прогрузим. Итак, исторические данные по эфириум. То есть у нас вчера был небольшой прирост объемов, но, как видите, мы из-за него никуда особо не вылетели. Вот, больших продаж не было, хотя доминация эфира показывает, что все-таки какие-то деньги в эфир, уходят именно в биткоин. Когда рынок находится в таком непонятном положении, лучшее решение его не трогать. И у вас есть два варианта развития событий. Вариант первый. Вы просто ждете какого-то четкого откровенного сигнала в лонг, который, в принципе, будет дан незамедлительно. Это первое. Потому что при наличии зеленой палки и при наличии того, что никто особо ничего не продавал, и какой-никакой буст есть, плюс, судя по той же арпе, что-то все-таки в экосистеме эфира произойдет. Может пойти зеленая палка. Есть вариант второй, который очень простой. Вы просто ничего не делаете. То есть вы берете свои телефоны, терминалы, просто откладываете их в какой-то недалекий ящик, и вы ждете. Ждете снижения, ждете логичных точек входа, ждете логичного откупа, от которого у нас и происходит та самая лонговая формация. Сейчас график не готов. То есть что на эфире, что на битке, здесь абсолютно два незаконченных действия. И с учетом того, что у нас слишком разогретый интерес к рынку летом, в летний период, то сейчас, когда у нас закрывается завтра, по-моему, месячная свеча, и, как правило, это время, когда у нас очень завышенные ожидания. В последнее время, когда у нас завышенные ожидания, особенно летом, у нас ничего не происходит. Поэтому, ребятушки, лучший совет, который вы услышите за сегодняшний день, и, возможно, за сегодняшнюю неделю: ничего не делайте. То есть наша общая задача забрать этот лонг, поверьте, мы его заберем. Вопрос, заберем его с вами, либо без вас, это уже вопрос вашей выдержки, вашего терпения. На этом все. Мое легкое возвращение в медиа
можно считать успешным. Всем большое спасибо, что смотрите наши обзоры. Напоминаю, что у вас есть чудесная возможность взять тест-драйв нашего клуба на 48 часов абсолютно бесплатно. Все подробности вы можете увидеть в описании. Ребятушки, с вами был Александр. Всем большое спасибо и я всем желаю хорошего дня. До свидания.